My name is Gak. But everybody calls me Powerbank na Kaliosa. Come on. I'm not Powerbank, not Kaliosa. I'm Gak INS. Рассказывай, что это такая за машина? Что такое ГАК вообще? GAC Aion S580 модель. Это тоже на самом деле Chevrolet Equinox C350, полное название. Короче, компания GAC, Guangzhou Auto Company. Эта машина, как и все в линейке GAC, начнет с того, что они лицензионно выпускают Toyota для внутреннего китайского рынка. Все электрички, которые заезжают в Узбекистан, почему они дешевые? Они покупаются с льготами. И поэтому они для локал китайского рынка. Поэтому проблемы с сим-картами, с языком. Ну, короче, если вкратце говорить, это Toyota, только Это Toyota, дочерняя это китайская. допустим, Toyota. есть Cobalt R4, Ravon. Вот это точно такой же, как Ravon в Китае. То есть это GAC, да, то есть это Toyota. Ходовка здесь, она построена на базе Toyota. Что по машине? Стопроцентный электромобиль, не гибрид. Батарея 58 киловатт. Мотор 135 Китайские деревья. киловатт. Это 204 лошадиные силы. В принципе, седан бизнес-класса. Сколько она стоит? 26 тысяч. Если привозить самому, за 24 можно привезти. Но я взял за 26 салона, потому что гарантия есть. А сколько тут гарантия идет? 7 лет или 150 тысяч пробега. Хорошо. Тогда вопрос к тебе. Вот у тебя уже есть Volkswagen ID4. Да. Зачем тебе вторая электричка? Ну, начнем с того, что у меня нет Volkswagen, да? Он у моего отца. Мне нужна была машина, именно своя. Ну и вот, выбор пал на это. Хотя очень долгие сомнения, Санек, ты сам знаешь. Я хотел взять Cobalt. Ты Оникс еще хотел Потом взять. я хотел взять Onix. Но когда увидел сборку Оникса, сука, я понял то, что... Бизнес-класс, да? Ну, Идем сюда. Что за хуйня? нахуй? транспортировка. Ну это как надо было ебнуться так, чтобы вот здесь вот по всей длине разъебать ее. Болтики не надо нахуй закрывать. Болтики не надо закрывать, пусть заржавеют на новой машине. Кайф. Ты знаешь, что надо с болтами всегда делать? Вот давай назовем то место, где ты делал тонировку. Кушбеги. Кушбеги, а сервис как называется? Не знаю, вот около гостиницы справа. Ну там, короче, самопалка Саня, какая-то. блин, Там мойка рядом с гостиницей, там новостройка Вот еще. туда не ездите вообще. Идем, я тебе покажу почему. Вот обрати внимание, как вот здесь вот сделана тонировка. Вот в это место они залезли, правильно? Ну да. Вот она заведена сюда, все нормально. Это уже сколы на стекле. Теперь идем, обойдем. Вот с той стороны у них руки долезли. А вот здесь, видимо, инвалид какой-то клеил. У него не долезла рука. Но нож долез, чтобы отрезать вот так. Это же бизнес-класс. Ладно. Вот здесь вот стоят, наверное, в максималке. Это не максималка. Это минималка, Вот, даже это не минималка. средняя. Здесь стоят электропакет. Смотри, резинка. Вот эта резинка, вот эта вот, она должна вот тут стоять, она должна закрыть. Тебе это надо исправить, кстати говоря. Вот сюда пыль залазит, и потом у тебя скрипеть начнет вот этот ограничитель. Тебе надо эту резинку назад одеть. Да, это не ее место. Вот посмотри, вот здесь вот каждый раз надо уточнять то, что там хорошенько надо помыть, блядь, протереть. Это не обзор автомойки, ёпта. Это, нет, не обзор, это мелочи машины, которые надо уточнять на мойке. Учитывать, да, надо. Чё ты хочешь там персонал
AX лестницы Чё ты после этого хочешь? Для уточнения расскажи эту историю, пока он ищет. Ну, короче, стоим, и там стоит BH AX. Электричка, кстати. Тимуракя, кстати, обратите на это внимание. На AX этот, как бы лестницу пиздалась. Блядь, тачка 100 тысяч стоит. Уборщица идет лестница и по двери. Пошла дальше работать. Тебе еще вот эти места надо, знаешь, защищать. Да. Вот эти места. все, Ногтями блин. зацарапаю. Да. Вот эти вот особенно места, блин. Особенно наши девушки, у которых, блин, ногти пиздец. Как, Когти. Ну что, сядь? как зубы у пираний, блин. Назад. Оцени ряд. Причем садись за мной, именно за 100-килограммовым мужиком. Блядь, мужик, блядь, 24 года, блядь. Не, она прикольная, блядь. Ну что это за хуй? Бля, они сиденье вообще не вытерли, это пудра. Что вы на заднем сидении делали? Почему пудра на сидении? Проверяли вместимость. Об этом чуть позже. Не, а так прикольно. Просто панораму можно было чуть-чуть протянуть, чуть-чуть вот сюда. Вот. Максималка она, кстати, идет На до всю этого, крышу? Да, но не открывается. Ну, Не как открывается. в Volkswagen, да? То есть Ну там да. полностью. Ну Ну, потому там ты что не откроешь ее, да? как Куда открыть, механизм, блин? куда Что, он поставить? на заднее стекло уйдет? Тут двухзонный климат. Да. Вон твои любимые USB-шки, как ты говоришь, человеческие. Да, не Type-C, как в этом. Type USB-A, Type A вообще. Type-A, да, мне... Это Type A. Это Type-B. Это Type A. Эй, не спорь с ним. Он, блядь, лучше знает вот эти Вот вот. оцени вот ту барсеточку, которая там. Смотри, вот ты сел и тебе на нахуй, бля, вот эта хуйня впивается, бля. Что это за хуйня? Вот это вот хуйня сразу в глаза бросается. Но это, знаешь, это чисто, это кожа же? Да. Кожа, рожа, все дела. За 26 тысяч, типа кожа, блин, это нормально. О, давай. Я реально, знаешь, вот это вот, как я уже говорил, вот это вот херня, и она причем еще, смотри, она проворачивается каждый раз. То есть они подумали насчет вот этого. Ты видишь, да, как она проворачивается? Да. Это не я ее проворачиваю, она сама. Как Стив Джобс в гробу она проворачивается, понимаешь? Ну вот, видишь, вот эти места, они будут загрязняться, потом у тебя это накопится, в резинку въестся. Вот эти места, один раз детейлинг мойку надо сделать. Да, и что, вот так висит? Ну да. И царапает. Ну вот так поставь. Ну царапает же, Рустюк. Куда ты ее присобачишь? Почему нельзя было вот здесь вот сделать? Потому что здесь шланг будет стоять. Ну шланг он вот стоит, вот. Вот он стоит, вот. Она не мешает. Можно же сделать, правильно? Ну вот объективно посмотреть Надо, можно кстати, сделать. посмотреть, что как этот вопрос решается в более дорогих электричках. Даже в той же Тесле. Мне просто интересно, куда эта хуйня Если вешается. что, мы отправим Андроника в Китай, он будет директором какого-нибудь завода, как один бородатый друг наш. Смотри, вот он, видишь, вот фиксатор, вот он ездит туда-сюда, туда-сюда. Смотри. Вот я закрыл, да, ее? Ну, Закрыл. ну, Не нажимая. смотри. Но это уже не Это- дочет это вот самих так он, да? Нет, нет. У него одно положение. Это производительский уже, блядь, знаешь, вопрос к Ну да. производителю. Почему они так просто, делают? Да. Не парились Можно насчет... было, можно было чуть подлиннее его сделать, и чтобы он чуть ниже спускался, и тогда бы он захватывал эту херню. Я, кстати, этим портом еще ни разу не пользовался. Кстати, а почему здесь две зарядки? Быстро, медленно. 2 бака получается, да? Бака тут нету. Ну, так сказать, имитация бака. Это мы дебилы, мы не до конца вставили, вот. Все. Вот она держится, вот она вытащилась. Китай 1, Андро 0. Ну, блядь, чтобы ее закрыть, 3 круга надо пройти. Давай вторую просмотрим также. Дальше, чуть-чуть вставка полезного контента вместо бесполезного. Да, я этим портом не пользовался ни разу, машиной владею 1,5 месяца, пробег уже 2000, ни разу я им не пользовался и не советую вам, потому что быстрая зарядка портит аккумулятор, заряжайтесь, если есть возможность, на медленный. Вот здесь вот удобнее. Или здесь, знаешь как, здесь он вот сказал же то, что он ни разу не пользовался. Ну Здесь что, уже разработанный. разработанное. Здесь уже разработанное, такая Чпонг, нормально, да. Ну,
Один в парадный, второй в шоколадный. Вот панорама, она прикольная. На самом деле. Знаешь, я себе думаю поставить от Малибу панораму. Купи машину лучше другую. Ну да. А так прикольная машина. Сядь В принципе, мягкая, да, все везде. Вот это прикольно сделано. Вместо того, чтобы просто ровно тупо делать, они хоть что-то, блядь, изъебнулись, Да, что-то они изъебнулись. на презервативы посмотрели и такие... Давай тоже ребристые сделаем. Там, блядь, они потрогают, у них... А вот колонки они делали, они этот пупырчатые использовали, смотрели. А, кстати, меня ебать бомбило, блядь. У всех машин, это не до этой машины. У всех машин. Вот это заглушка, правильно? Да, под лидар. А вот долбы вы, производители, почему нельзя, блядь, если у вас нету лидара здесь, блядь, возьмите, сделайте просто целиком. Ну что Но я это тебе за скажу, порно? здесь дело идет уже в производстве. Им невыгодно делать разные решетки, да, под разные модели. Они штампуют на одном заводе, и Я тебе все. объясню. Вот у них, если они производят такую комплектацию, в которой нету лидара, почему нельзя произвести под эти комплектации? Они же не одну машину производят. Здесь такую. уже идет дешевизна Да. производства. Да, то есть. Почему нельзя взять и вот полностью вот это сделать? Ты Ну, представь, правда, я просто тебе здесь идёт- скажу, смотри, ты берешь бэху, иди и сюда. в бэхах такие же Такая заглушки же стоят. Да, такая в же БМВшках, это. Везде такая. Вот ты просто стоишь, вот ты представь, у тебя бы вся вот эта решетка одинаковая Да. была бы. Она бы красивее смотрелась. Тут, брат, даже 223-й Мерседес. То же Да, самое. то же тоже. самое. Долбоебы. Вон там долбоебы вообще, бля, голый бампер сделали. Вот. Единственная заглушка ниппеля, которую я увидел на 4 колесах. Тиктокеры, оставьте, сука, ниппеля в покое. А тренд все уже, брат. Короче, я на Volkswagen поставил красивые заглушки. Купил Сузума. Какие? С самотыком? Не, гранатки такие красные. А, да. 2 дня простояли. Все сняли. В центре города. Красава, бля. Так, пока он смотрит, вот здесь в максималке что стоит? Камера. Камера, индикатор заряда вот здесь. То есть снаружи прям показывает. Кстати, тут везде на все 4 колеса дисковые тормоза. Не Так. как в Volkswagen, бля. Они, знаешь, они что, керамика, что ли? Честно, не. Да, Нет, это не керамика, это алюминий. Ну, ты, видимо, мало ездишь, да? Нет, ты про износ? Я ими не произнос. пользуюсь. Ты, если посмотришь, А, у них, видишь, какой узор идет на тормозах? ну. И они как будто, блядь, новые. Ну они и новые есть. Ну, 1,5 месяца машина ездит. Уважаемые товарищи, те, кто будет покупать электромобиль, у вас при должном стиле езды даже через год колодки будут такие. Объясняю почему. Я ими, сука, не пользуюсь. Нет, не потому что я ебаный, я не знаю, где педаль Без тормоза. тормозов. Да, не из-за этого. Она тормозит двигателем и заряжается в этот момент. Колодки она использует только в экстренном торможении. Рекуператор. Когда у тебя стоит лидар, Нет. тогда она использует экстренное торможение. Ну нет, если ты тоже летишь и тапочку прям вот выжимаешь тормоз, да, до конца, тогда она будет колодками использовать. Ну, то есть там колодки. какой-то датчик стоит на, Да, на педали тормоза. На усиление, да, то есть это. А дежурно, вот со светофора ты тормозишь, она забирает обратно энергию в батарею, заряжается и износ меньше. Кстати, в Volkswagen можно использовать, ну, выбрать несколько режимов рекуперации. Здесь тоже можно, здесь их 3. Я езжу только на самом слабом, потому что на самой сильной ты отпускаешь педаль, машина вообще встает. Это называется режим управления одной ногой. Ты можешь вообще не пользоваться педалью тормоза. Но здесь ее можно полностью отключить. В Volkswagen нельзя отключить рекуперацию. Здесь можно вообще отключить, если ты хочешь ощущение, чтобы она ездила как бензиновая. И что она багажник не открывает? Открыла. Его держать надо? 3 секунды. А ты едешь, коленкой Это задел. защита от дурака, короче. Ты что, блядь, у тебя коленка специально направленность, блядь, имеет... Буратино. Да? О, это как в ID4. Рабочий класс. О, а вот это вот хуйня уже пошла. Это мне подарили. Понеслась. Это мне подарили. Я её не использую. Я её Понеслась снял. она. Чисто подогнали, сказали, вот тебе на новую машину поставь. Ну, Сейчас я Андро скажет, да, я заберу. забирай.
Смотри, зарядка у них чехол. Это заводская, правильно, Да. Ростик? Но я ее не Смотри, использую вообще. Брат, тут еще второй пол есть. Ты можешь сам поставить себе розетку. Могу, но у меня дома станция Ну, у стоит. тебя зачем, станция уже стоит, да. да. Кстати, если кому нужно, отдам за 500 баксов. 1500. Нет, ты что, 500 баксов надо? Вот разыграл бы лучше, да. Смотри, у них какой огромный вход. Бля, как это Сейчас нахуй делать? уроки анатомии с Андроником будет. Каникамата-сай, да? Симпай! О! Я как первый раз, да, Андро? О! Первый раз не так было, охуительно было. У тебя что, комплект инструментов даже забрали? Я не знаю, он был там или нет. Он здесь должен быть, наверху. Ну ладно. Кстати, здесь шутка, а это не шутка. Это хуй. Это виброплан, да, типа вот это. Че, у него только буксировочный ключ и замок. Они, блядь, таможенники, они забрали запаску, домкрат, блядь, секретный ключ. Запаска 400 баксов стоит. Ну и считай, около 100 баксов домкрат с ключом будет стоить. 500 баксов, ё. Ну вот, короче, это продашь свою зарядную станцию. Машину купил и запаску, и комплект купит, ничего страшного. Они Зато- так рассчитывали, Стоп, знаешь? стоп, брат. Зато с АБСом и с мафоном. Знаешь, что классно? Вот это. Да. То, что они закрыли. Да, не металл. Я рот их. Они не умеют это делать. Они они конченые. Почему я должен 500 баксов тратить на фары, чтобы я что-то видел, блядь, с ними? Да убери ты этот комплект. Что это такое? Это варенье. Ну, чуть компот не сказал. Вот, фары. Завод фары. Завод. Я ваш рот, чтобы у вас, блядь, дома так темно было, как они светят. Так у блядь. них так и темно, мы в Узбекистане живем. А, смотри, у них открывание есть изнутри багажника. Невесту не похитишь, да? Смотри, изнутри Но- откроется. Они сделали это, но вот это они не зафиксировали. Нахуй надо клипсы по 500 сумм, блядь, тратить вот сюда вот сделать. Вот сюда сделай, блин, сам. Сам сделай, Да, чисто для там даже себя. пазы есть. А, не, пазов. Нет, пазов нет, вот здесь. Чисто сам для себя сделай, вот сюда вот, куда-нибудь, да? А, ну тут замок, тут никуда не сделай. Короче, история таковая насчет вот сюда, герметичности джема. куда-нибудь. Андро. Герметичности там задний, где вот этот отсек для заднего хода есть у Спарка? Ну, Там бассейн был, там водичка плескалась. это просто. нормально. Кстати, про звук. Че по магнитоле? Аудиосистема за... Внимание. О, Джем там тоже был, походу. Вот здесь. о, Знаешь, почему здесь? потому что там Ребра сиденье, жесткости. ребра и сиденье, еще и багажник. Причем тут, Обшивка. блядь, вот здесь вот за вот этой Ну, блядь, у него еще практически. пенопласт стоит. Но- Вибропласт. Окей, теперь нет шумки, но зато нет шума. Ты едешь в тишине там, поэтому нет надобности нагружать 400 кило лишних Ну вот, на Андро, ты машину. сегодня ехал, да, что скажешь? Твоя любимая. бы. Рубрика «Положили болт» называется, да? Да. Такой зазор ебали. У них в разработчиках джемовский один был. Вот это вот гнида есть же, Бо которая- Андерсон, Бо Андерсон. Да-да-да. вот эта гнида, которая не сказала все о себе, блядь, но она устроилась все-таки в компанию, блядь, и она вот поднасрала на всей компании. Вот смотри, вот чисто вот тебе как владельцу. Видишь вот эту вот, да, паз? Вот он. Это конкретный паз, правильно? Под резинку, которая должна стоять вот здесь. Да, здесь даже крепление под Да, нее да, есть. да. Да. Вот почему вот все производители, знаешь, они... Экономят. Да, блядь, там что особо экономить? Резинка же обычная. Ну, смотри, резинка $1 стоит, а они в год могут миллион машин Китайцы выпустить. плодятся, они не знают, что такое резинка, блядь. Зашло. У них, блядь, этого нету просто. У них демография хорошая, брат. А капот у нее открывается? Да. Не, брат, это как крышки в телефонах, они уже заварены, понимаешь? Запаяны, чтобы аккумулятор... Приклеенный на Да-да-да-да. фикс. Сейчас. Не-не-не, там, короче, кнопочка. Все, подними. У тебя пальцы шустрые, Рабочие, умелые, братан, да-да-да, я рабочие. бы сказал. Куда? Выше, 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 выше. Вау. Деревня, сука. Может, стрелочка есть.
Для нас, сука, сделали на заводе сюда. Так, а сюда газ можно поставить? Наши же на BYD поставили. Это гибридный был, BYD. Он теперь вместо 2 литров бензина на 100, он ест 4 литра пропана, блядь, и все. Это пи***ц, сука. Когда они поймут то, что это, блядь, Опасно. опасно, во-первых. Во-вторых, блядь, вы движки убиваете, которые не рассчитаны под газ. Движки. Они в них ставят газ и, блядь, еще радуются, блядь, Кстати, этому. самое прикольное, я смотрел под капотку у максималки Ion S+. Он dual мотор, и здесь тупо рама одна, то есть здесь все одно, здесь тупо вот второй мотор. Вот смотри, вот это вот, вот это вот, что это? Коробка Это или мотор. что? У нее нет коробки, это мотор. Мотор? Меня прикалывает то, что тут 2 бачка антифриза, блядь. О, мне нравится, что здесь отсюда ты не видишь асфальт. Здесь защита есть, асфальта не видно, уже хорошо. Тут даже солнца не видно. Вот там я, кстати, вижу асфальт. Вон там. Не, ну по крайней мере мотор защищен. Вообще, как током. Картон какой-то. Свечи меняли, блядь, ящик поставили. А вот это что такое? Не трогай ничего, откуда ты же не знаешь, что это? Это просто приходит голое, блядь, ни к чему не подключено. Нет, вот здесь шланг, ты видишь? Ну, шланг, хай с ним, это масло, наверное, Это... Да, кстати, здесь же масло сёрное есть. Нет, здесь масло А есть. как часто его надо менять? Раз в 10 тысяч. Но сюда уходит пол-литра масла. Потом оставшуюся Чисто, бутыль, чтоб оставшуюся... фри, Да, готовить. да. Не-не-не. Оставшуюся бутыль нам оставляешь. Нет, туда. оказывается, есть специальное моторное масло для электричек. И какая там вязкость? Я не знаю. Руками не трогать, да? А это все вытирать как? Никак. Не, пыль надо вытирать, блядь, по-любому. Контакты окислятся. Что будешь потом делать? Да, здесь несколько тысяч вольт выходит на мотор. Поэтому розетка 220, это хуйня, здесь несколько тысяч вольт выходит, поэтому лучше не лезть туда. Ты мне объясни, почему вот они вот до вот этого момента только могли герметиком шов заделать, а дальше они болт приклеили с багажника. Не, вот смотри, вот тебе Всё, и самому. как заделали это все герметиком? Они хуй с ним как заделали, почему до конца нельзя сделать вот в этом месте? Вот. Они шли тут, блядь. Да, братан, у меня еще на одну машину хватит, больше не останется. Давай не доделаем, блядь. Давай, делай. Может, у него тюбик закончился, ты же знаешь эту хуйню. У него тюбик, блядь, с герметиком Ты закончился. посмотри, он в угол как жирно налил. Ну, блядь, заканчивался уже герметик. Он Чехлом, накачал блядь. его и все. Там накончал чуть-чуть и все. Вот это Давай с точки зрения человеческого фактора просчитывать. там, смотри, урюк, сука. А, да. Помнишь, Санек, урюк? Сухофрукты, недорого. Иди в варенье кинь. Вот сюда можно было, блядь, силиконовые специальные эти накладки сделать, как у Кобальта на тут багажнике. Не-не-не, резина, вот тут смотри, резина, они вот да, сюда. тут резина. Да, резина. У Кобальта та же самая резина. Но у них резинка стоит на багажнике, получается, на самом багажнике. На самом багажнике резинка стоит, ограничитель. Вот это откуда-то упало. Мы здесь ни при чем, брат. И? Откуда это вышло? Может, это с дворников все-таки упало? Нет, я вторая где-то иду. Слушай. А, да. Я вторая где? Да, вторую найдем. Может, он реально где-то здесь завалялся? Не, она что-то не натягивается, но... По размеру подходит. Она не держится, да? Вот, все держится. Всё держится. Да все, вторая у Хлагянский. А где она была? Вот здесь где-то под Просто капот. лежала, блин. Тут еще. Короче, Братан, заначки делаешь, Да, да? нам, надо ему пинцет подарить, чтобы он из труднодоступных мест выковыривал всякое дерьмо. Да. В том числе заглушки. Вот эти вот резинки на багажнике у Кобальта стоят, на самом багажнике. А на ответной части на кузове специальные как наклейки прозрачные. Они наклеены именно в то место, куда эта резинка приходит на кузов. Они наклеены, чтобы вот эти вот как раз места, вот такие вот хуйки не оставлять на самом кузове. Потому что вода попадает в любом случае, видишь, уже желтеет. Вода высыхает на солнце и желтеет. Чтобы вот такой хуйни не было, они лепят, да, на этой, блин,
наклейки остается вот такой же след, но ты ее можешь убрать и наклеить новую. И все. Все, мы можем закрывать. Я за 2 месяца второй раз открываю это А место. сколько ты за 2 месяца проехал? 2000. Насколько заряда хватает по пробегу? Да, и 460 рабочие пальцы сделают. по паспорту NETC. По моему личному опыту, я езжу с кондером. 390-400 километров хватает летом. Это очень хороший показатель, потому что осенью и весной намного меньше уходит. У нее есть охлаждение батареи, она на охлаждение батареи много энергии тратит. Осенью и весной намного больше будет проезжать.